Двигаемся дальше. Теперь нас интересует таймер. Здесь есть два вида: шахматный и классический. В основном используют шахматный, хотя некоторые играют и с классическим. Сейчас поговорю про особенности каждого. Выберем классический. Здесь вы ползунком можете двигать время, которое будете выделять на ход, вплоть до неограниченного, то есть пока вы сами не нажмете завершить ход, он у вас не завершится сам. Или выбрать какой-то ограниченный вариант, например, 6 минут дается на ход каждому игроку. По истечении 6 минут ход уже у вас прервется и перейдет к следующему игроку. В чем минусы и плюсы? Плюс в том, что у вас стабильно всегда будет 6 минут даваться на следующий ход, но у вас не накапливается время за предыдущие ходы. То есть, например, вы один ход походили за 2 минуты, то у вас 4 минуты как бы осталось в запасе, но на следующий ход они у вас не плюсанутся к 6 минутам, у вас не станет их 10, у вас все равно будет 6 минут на следующий ход. Кроме этого, когда вы находитесь в бою с мобами, то у вас время застывает на таймере, и оно не двигается. То есть вы можете так в бою находиться по 10 минут, по 15, у вас таймер не будет двигаться, у вас придется просто другому игроку ждать просто, пока вы там пробьете или сольете свою армию. И только после того, как вы уже закончите боевку, то у вас таймер начнет уменьшаться дальше. Теперь перейдем в шахматный таймер, который используется чаще. Здесь он немножко сложнее. Здесь у вас в описании есть старт, плюс ход, плюс битва. И тут как раз вот 3 таймера. То есть первый старт это вот 7 минут, ход это вот 4 минуты, битва это минута 30. Это время вы можете менять, выбрать, которое есть тут из других вариантов, или написать, в принципе, свое. Что означает каждый параметр и как они функционируют с друг другом. Если у вас, например, стоит как у меня сейчас, то у вас в начале игры у каждого игрока будет 7 минут на ход, на первоначальный ход. Второй параметр у нас плюс 4 минуты, это плюс ход. Это означает, что на каждый последующий ход после первого хода у вас будет к основному таймеру прибавляться 4 минуты. Например, в первом ходу из ваших 7 минут вы походили за 2 минуты, у вас осталось 5 минут, то на второй ход к вашим 5 минутам оставшимся они никуда не сгорают, они у вас остаются. К вам прибавляются вот эти 4 минуты, у вас в сумме получается 9 минут. И опять же, если вы из этих 9 минут их все не потратите, у вас останется, например, 3 минуты, то на следующий, на третий ход, у вас к этим 3 минутам добавятся эти 4 и станет 7 минут на ход. Третий параметр — битва. В моем случае это стоит минута 30. Это означает, что когда вы вступаете во время хода с существами в бой, то на время, только на время этого боя вам дополнительно дается минута 30. Если по истечению этой минуты 30 вы этот бой еще не завершили, то у вас дальше уже начинает тикать время вашего основного таймера. Но если вы закончите бой раньше, чем за минуту 30, то оставшееся время, вот этой минуты 30, там, например, секунд 20 у вас осталось, оно к вашему таймеру не прибавится, оно просто пропадет. В этом всем, в принципе, и заключается разница этих двух таймеров, классического и шахматного. Я рекомендую вам все равно использовать шахматный, потому что лучше приучать себя сразу к тому, как происходит игра в онлайне, чем вы будете в классическом сидеть там с 5 или 10 минутами, зависать в бою на полчаса просто потому, что вы можете себе это позволить. Вам не надо там думать быстро, куда поставить юнита, куда стрельнуть, куда дать заклинание и так далее. С этим мы с вами закончили. Дальше мы двигаемся с вами к настройкам карты и выбору уровня сложности. Я, естественно, рекомендую нажимать вначале на пешечку, выбирать легкий уровень сложности. Если вы зажмете правой кнопкой мыши, то вы увидите описание данного уровня сложности. Он, естественно, будет отличаться у всех. После этого мы нажимаем с вами вновь на случайная карта, потому что сейчас у нас открыто другое окошко. Это дополнительные опции, которые мы с вами открывали. Вот их можем закрыть, открыть. Нажимаем случайная карта и попадаем вновь в настройки, которые мы сейчас с вами быстренько изучим. Вначале мы переходим к выбору шаблона. Вы оставляете вариант по умолчанию или выбираете его, если у вас стоит что-то еще. Не используйте никакие другие шаблоны, потому что они имеют свои особенности, сложности. Нам это сейчас не надо абсолютно. К тому же в онлайне все равно большинство из них не играются вообще. Дальше вы переходите к выбору размера карты от самого маленького до самого большого. Я рекомендую вам использовать размер M или L. Больше не надо, меньше тоже. И включать подземелье. Вот когда у вас горит желтым вокруг, то это значит, что подземелье включено в игру. Если вы уберете, то подземелья не будет. Что означает это подземелье?
При наличии подземелья у вас карта будет состоять из двух уровней. Один основной уровень, и под ним будет еще один уровень таких же размеров, как у вас выбран размер шаблона, но со своей, естественно, другой спецификой дорог, то есть они не зеркальные, а отличаются по виду и так далее. Дальше вы выбираете количество игроков или компьютера. Про вторую опцию вы можете про вот эту забыть, она вам не нужна абсолютно. Здесь вы выбираете количество, сколько вы хотите себе еще добавить ботов. То есть есть как бы вы и компьютер, можете добавить 2 компьютера. Тогда вот вы перейдете в дополнительные опции обратно, и видите, у вас тут появляется еще один флажок для еще одного компьютера. Кроме этого, дальше вы можете делать союзников, врагов и так далее. Вы переходите обратно в настройки, выбираете командные соглашения, нажимаете «Настроить». У вас тут есть 3 команды. То есть сейчас у вас 3 игрока, которые играют каждый сам за себя. Если вы переместите, например, флажок синего в команду 1, то теперь есть 2 команды. Команда 1, состоящая из красного и синего, и команда 3, состоящая из одного серого игрока. Вы можете поменять так, как угодно, играйтесь, наслаждайтесь. Дальше у нас выбор типа дорог, которые могут встретиться на данном шаблоне при генерации. В моем случае сейчас выбран вариант только лучших дорог, которые будут здесь. По перемещению по ним вы не получаете никакого штрафа за передвижение. Здесь, естественно, уже просто камушки насыпанные. Если вы его включите, то он тоже будет генерироваться. И тут уже есть небольшой штраф, когда вы перемещаетесь со своей армией. И вы можете выбрать просто вот этот вот песочек насыпанный. Здесь, что дорога есть, называется, что ее нету. Штраф будет большой, то есть вы как будто ходите по бездорожью. То есть у вас отнимается много очков передвижения. Дальше у нас есть опция «Доля воды». То есть можно выбрать карту с водой, можно сделать острова, можно выбрать без воды. Я на начальной стадии не рекомендую играть вам карты с водой, потому что они добавляют очень много разного в игру. Поэтому это мы пока убираем, и все равно большинство шаблонов, которые играют в онлайне, они все же без воды. Силу монстров я рекомендую оставлять сильные. Не ставить нормы или слабые, ну вы можете, если хотите, но лучше привыкайте к тому, что всегда они везде сильные. В принципе, из основных настроек это все. Есть еще опции тут. И тут у вас есть галочка с включенными турнирными правилами. Вы так это и оставляете, не трогаете. Если вдруг вы случайно выключали, то включайте обратно. Особенности я объяснять не буду, это не так важно, просто поверьте. После этого, у вас уже, кстати, тут выбраны герои. Вы сделали себе противников. Противников вы можете делать себе даже того же города, который выбран у вас. Это не важно, это не запрещено. И можете начинать играть, просто нажав на кнопку и подтвердить. И у вас идет генерация карты, которая каждый раз будет уникальная своя. Удачи!